Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. Сегодня в Германии снова разгорается спор о пенсиях, и для каждого года рождения суммы будут разными. Таким образом, это может лишить некоторых десятков тысяч евро через 10-20 лет. Старшее поколение рискует потерять часть выплат, среднее поколение должны комбинировать государственную пенсию и накопление, а молодые люди, если не начнут откладывать уже сегодня, могут столкнуться с нехваткой средств на старость. И это еще не все. В Германии растет нагрузка на школы, особенно в крупных городах, где в отдельных школах более 60-70% учеников имеют иной языковой и культурный опыт. Учителя перегружены, классы переполнены, а качество образования падает. Если местные власти земель и федеральное правительство не найдут решения, это может сказаться на детях, экономике, рынке труда и социальной системе, включая будущие пенсионные выплаты в Германии. Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, сегодня в Германии снова разгорается жесткий спор, какая пенсионная стратегия подходит людям в зависимости от года рождения. Вы видите, что разница между теми, кому сегодня 60, кому 45-50 и кому около 30 лет, уже выражается в конкретных суммах, которые человек получит через 10-20 лет. Напомню, что в Германии сейчас официальный пенсионный возраст для большинства доведен до 67 лет. Уточню, что это касается тех, кто родился после 1964 года. Система устроена достаточно жестко. Если человек уходит раньше установленного срока, его выплата, соответственно, уменьшается навсегда. За каждый месяц досрочного выхода, напомню, минус 0,3%. Если выйти на 2 года раньше, это минус 7,2% пожизненно. Давайте с вами посмотрим на реальные расчеты. 62-летний Бен из Саксонии проработал более 40 лет в сфере машиностроения. Его расчетная пенсия составляет около 1850 евро брутто. Если он примет решение выйти на 2 года раньше, он потеряет примерно 130-140 евро ежемесячно. За 20 лет это более 30 тысяч евро. При нынешних расходах на аренду, страховку и коммунальные услуги такая разница становится все-таки ощутимой. Но всегда есть и другая сторона. Тем, кому сегодня 40-50 лет, приходится считать немного иначе. Государственная пенсия покрывает, вы знаете, примерно 48% от среднего заработка. То есть человек с доходом 3000 евро в месяц может рассчитывать примерно на 1400-1500 евро до вычетов. После обязательных медицинских страховок сумма будет еще ниже. Видите, да? Разница между активным доходом сегодня и будущей выплатой становится заметной. Давайте сразу еще один пример. 47-летняя София из Берлина работает в страховой компании. Она уже несколько лет дополнительно инвестирует через частную пенсионную программу, потому что понимает, что одной государственной пенсии ей будет недостаточно. При этом она осторожна, потому что еще помнит кризис 2008 года и турбулентность рынка в 2020. Для нее такая стратегия – это баланс между доходностью и все-таки риском. И это еще не все, а вот для поколения 30-35 лет расчет строится на времени. Я в одном из прошлых видео приводил вам пример, если у кого-то из вас не был включен колокольчик под видео, то, возможно, вам не пришло уведомление, поэтому включите все колокольчик прямо сейчас. А я напомню, если вы будете откладывать по 100 евро в месяц под среднюю доходность около 4% в течение 35-40 лет, капитал может достигнуть 70-90 тысяч евро. При более высоких суммах, например, 150 евро в месяц и длительном сроке, результат еще будет ощутимее, там уже свыше 100 тысяч евро, учитывая сложный процент. Но мы с вами-то понимаем, что сегодня в Германии при росте цен и высокой аренде далеко не каждый из вас сможет регулярно откладывать такие средства, но хотя бы периодически откладывайте. Хочу еще обратить ваше внимание, что исторически немецкая пенсионная система строилась на принципе солидарности поколений, то есть когда сегодня работающий содержит пенсионеров. Такая модель эффективно работала в 1960-х, 1980-х годах. Тогда, помните, было очень много работающих, а пенсионеров, соответственно, было меньше. Сейчас в Германии, да и в Европе ситуация изменилась, население стареет, продолжительность жизни превышает 80 лет, что постепенно увеличивает нагрузку на пенсионную и социальную системы в Германии и той же Европе. Власти Германии после реформ начала 2000-х годов постоянно повышали возраст выхода на пенсию, а, кстати, сегодня уже хотят поднять до 70 лет. Это связано именно с демографическими изменениями.
так как мы с вами видим, что сегодня государственная система остается основой, но без дополнительных накоплений многим из вас будет все-таки очень сложно сохранить привычный уровень жизни. Еще один пример. 52-летний Пауль из Карлсруэ работает в логистике. Он понимает, что физически ему может быть сложно работать до 67 лет. Поэтому в последние годы он увеличил взносы в частную программу и рассматривает возможность перехода на менее тяжелую должность, чтобы сохранить доход и стаж. Его расчет строится на том, чтобы сейчас минимизировать сокращения и компенсировать возможные потери в будущем. Таким образом, видите, что сегодня в Германии центр внимания сместился на конкретные цифры. Для каждого года рождения старшим важно избежать досрочного выхода и потери процентов от пенсии. Среднему поколению необходимо комбинировать государственную систему и личное накопление, а молодым, как я сказал, необходимо небольшими суммами начинать копить как можно раньше и вкладываться в инвестиционные инструменты, чтобы приумножать свои небольшие капиталы, так как есть еще длительный горизонт до пенсии. Следующая новость одна из самых важных. Сегодня в Германии снова заговорили о состоянии школьной системы. Особенно в крупных городах, где школы работают на пределе. Вы видите, что в ряде районов Берлина, Эссена, Дульцбурга доля детей с миграционным фоном иногда превышает 60-70%, а в отдельных школах еще выше. И это уже влияет на уровень преподавания, нагрузку на учителей и, соответственно, на общую успеваемость. Напомню, что Германия исторически делала ставку именно на школу как главный инструмент социальной мобильности. После волн миграции 1990-х, расширения Европейского Союза в 2004 году и кризиса 2015 года федеральные и земельные правительства исходили из простой логики. Дети выучат язык, получат образование и войдут в рынок труда Германии. То есть тогда школьная система должна была стать той точкой равного старта. Сейчас мы с вами уже можем посмотреть на реальность. В отдельных районах Берлина в начальных школах более 2/3 учеников говорят дома на других языках, что требует дополнительной поддержки. Учителя тратят значительную часть времени не на программу, а на языковую базу и дисциплину. В результате что мы с вами видим? Что сильные ученики замедляются, слабые не догоняют, а общий уровень класса становится более разнородным. Приведу пример. Директор одной из школы в Северном Рейне-Вестфалии в прошлом году подал в отставку после 18 лет работы. В интервью региональной прессе он открыто говорил о перегрузке, нехватке педагогов, постоянные замены, растущее число детей с пробелами в языке и базовых навыках. По его словам, вместо управленческой работы он ежедневно закрывал кадровые дыры и решал социальные конфликты. Но есть и другая сторона. В тех же городах есть и школы, которые при похожем составе учеников показывают стабильные результаты. Почему же так происходит? Отвечаю, разница часто в ресурсах, то есть дополнительные языковые программы, социальные педагоги, тесная работа с родителями. Там, где муниципалитет инвестирует в поддержку, результаты заметно лучше. Это говорит о том, что вопрос не только в составе учеников в классах и школах, а в управлении и распределении средств. И это еще не все. Хочу вам напомнить, что Германия уже сталкивалась с похожими вызовами. В 1960-х, 1970-х дети так называемых гастарбайтеров часто попадали в школы с низкими ожиданиями и ограниченными перспективами. Тогда система долго не перестраивалась под новую реальность. Сегодня ситуация намного шире по происхождению и масштабнее по числу учеников. Но механизм давления все-таки похожий, то есть школа все равно становится той первой линией адаптации общества. Канцлер Фридрих Мерц в своих последних выступлениях подчеркивает, что Германия не может позволить себе потерю образовательного уровня, потому что именно квалифицированные кадры поддерживают экономику и пенсионную систему. Он говорит о необходимости усиления базовых навыков в школах, языка, математики, дисциплины и более жестких новых образовательных стандартов. В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен акцентирует свое внимание на интеграции через образование. По ее словам, инвестиции в школу – это инвестиция в конкурентоспособность Европы, а не только в социальную стабильность. Она продвигает сегодня программы обмена и общеевропейские стандарты подготовки учителей, чтобы мобильность внутри Союза работала более эффективно. Но если на самом деле смотреть более шире, то мы с вами понимаем, что здесь вопрос не только гуманитарный, но и экономический. Если значительная часть детей выходит из школы с пробелами в языке и базовых знаниях, это напрямую влияет на рынок труда через 10-15 лет. В будущем это может привести к необходимости больше готовить квалифицированных специалистов и уделять больше ресурсов социальной системе. На этом пока все. Спасибо за просмотр.